Эта история началась с подростка. Катарина и ее родители были успешными стоматологами, и они хотели, чтобы она тоже стала одной из них. Они пожертвовали всем, что могли, ради своего будущего. Екатерина тоже не сомневалась в своем успехе. Ее цель заключалась в том, чтобы работать с ними после окончания учебы и искать себе достойного мужа. Несмотря на все прекрасные планы, Екатерина не хотела иметь детей, которых она видела. Какая боль и слезы потребовались для этого, и только потом вся тяжесть. Она не хотела ничего из этого в мире, было так много страданий, а она не хотела рожать детей в мире, где всем приходилось постоянно бороться. Екатерина в конце концов поступила в колледж и узнала, что жизнь не всегда идеально. Домашние дела 4 тяжелых, и все казалось таким тяжелым. Она даже заплатила кому-то, кто все сделал за нее. Она поняла, что ее родители никогда не учили ее заботиться о себе. У них все было для нее на серебряном блюде. Служила сейчас, ее жизнь была такой сложной и сложной, насколько она должна была заботиться о своих детях, когда она едва могла заботиться о себе, и именно поэтому она не хотела детей ни сейчас, ни в будущем, и не в ее следующей жизни. Незадолго до окончания учебы Катарина начала работать со своими родителями в этом доме. Со временем она также познакомилась с Алексом, в которого очень сильно влюбилась. Он происходит из замечательной семьи, имеет процветающий бизнес, поэтому ее родители были уверены, что у них с ним будет хорошая и беззаботная жизнь. Алекс, однако, был открыт для этого. В будущем, к сожалению, они совершили серьезную ошибку и не говорили о планах на будущее. Это привело к трагическому инциденту. Несколько лет спустя Алекс сделал предложение женщине своей мечты, но то, что произошло потом, заставило его поверить, что он встал на колени перед незнакомкой через несколько минут. После этого, после предложения, они все еще были в эйфории, когда Алекс сделал шокирующее предложение. Он сказал своей невесте, что, по его мнению, это было бы идеально, если бы у них было 30 или 35 детей. Алекс пришел в ярость еще до того, как она закончила говорить. Он чувствовал себя преданным. В ярости он кричал на нее и говорил много гадостей и ужасных вещей. Только после этого он осознал свою ошибку и ненавидел себя до глубины души. Она сказала ему, что вообще не хочет иметь детей. Еще до того, как она закончила говорить, Алекс пришел в ярость. Он чувствовал себя преданным. В ярости он кричал на нее и говорил много подлых и ужасных вещей. Только после этого он осознал свою ошибку и ненавидел себя до глубины души. Он знал, что причиняет ей сильную боль. Прямо перед ним стояла девушка, которую он только что сделал несчастной, самой красивой улыбкой, которую он когда-либо видел, а затем она сказала, что все в порядке. «Я прощаю тебя, Алекс», мог быть счастлив. Едва веря, он расплакался. Так же, как Катарина, тогда он сказал: «Я действительно люблю тебя и сделаю все, чтобы ты была счастлива, мы будем жить без детей». В тот момент это было самое прекрасное, что она когда-либо слышала, но пока она думала, что это эмоциональное примирение. Этот человек разработал план: «Если бы ты была счастлива, я бы сделал все, чтобы ты была счастлива, мы будем жить без детей». В тот момент это было самое прекрасное, что она когда-либо слышала, любя кого-то. Ты приносишь жертвы, и иногда это может проявляться в форме отпускания. Но Алекс не был готов к этому, он не мог расстаться со своими желаниями. Подавленный своим эгоизмом, он сделал что-то презренное. В тот вечер, когда она вернулась домой, они поужинали и легли спать. Когда Алекс был уверен, что Катарина спит, встал и подкрался к ее шкафу и совершил немыслимое. Его невеста приняла противозачаточную таблетку, которую она хранила в деревенском шкафу. Алекс обменял ее на сахарные таблетки. Когда он закончил, он вернул чуб на место и, улыбаясь, вернулся в постель. «Теперь давайте посмотрим, как ты не можешь забеременеть», — думал он. Несколько недель спустя, когда у Катарины начались месячные, она словно окаменела. Кроме того, она страдала от учащенного мочеиспускания и сильной усталости. Таблетка дала сбой, она была слаба. Она сразу пошла на тест. Она была шокирована, потому что была на 5-й неделе. Она была так зла, она рассказала об этом Алексу. Он был вне себя от радости. Выражение его лица сказало ей, что у него есть секрет, и она совершенно открыто потребовала объяснения. Она ясно дала понять, что не хочет детей, но Алекс бросил это на произвол судьбы. Она не знала, что он приложил руку к этому, и ненавидела его за то, что он был так счастлив. Она была в ярости, и она не могла быть с ним. Она даже не была уверена, хочет ли
Она оставить ребенка и ей. Нужно было время подумать. Она сбежала из дома, сказав ему, что они больше никогда не хотят видеть счастливое лицо, и отвезла ее к родителям. После этого она узнала, что у нее родились близнецы, но это ничего не изменило для нее. Оставшуюся часть беременности она оставалась подавленной, пока не начались роды, к сожалению. Посмотрел потом что-то плохое через несколько минут после родов. Врач сказал ей, что она должна держаться. Один из детей, возможно, не будет. Он сказал, что выживает, и сердце Катарины стало тяжелым, она не была уверена. Сможет ли она справиться с чем-то подобным? Это был такой ужасный момент, когда она закрыла глаза на ужасы материнства. Но она знала, что продолжит быть матерью. В следующей жизни один близнец был меньше обычного и имел слабое сердце. Поэтому камера в инкубаторе. Когда Катарина держала на руках своего второго сына, она сказала ему, что он скучал по своему брату, так что она была медсестрой, чтобы собрать мальчиков. Она просто хотела, чтобы они были вместе. Двое смогли попрощаться, но то, что произошло потом, превзошло все ожидание. Несколько секунд спустя здоровый мальчик схватил своего больного брата и обнял его. Это было похоже на придание ему сил. Затем произошло чудо, пока близнецы обнимались. Ценности больного ребенка улучшились у всех присутствующих. Не хватало слов, чтобы описать это. В течение нескольких секунд после этого здоровый мальчик схватил своего больного брата и обнял его. Это было похоже на придание ему сил. Затем произошло чудо, пока близнецы обнимались, улучшились ценности больного ребенка всем присутствующим. Не хватало слов, и через неделю больному близнецу разрешили остаться рядом со своим братом, и его быстрое выздоровление удивило всех. Вскоре он был достаточно окреп, и им разрешили забрать детей домой. Забрать в тот день Катарина как раз собиралась выйти из комнаты, когда дверь приоткрылась, и она увидела того, кого, как она думала, больше никогда не увидит. Алекс, он подошел к ней, держа в руках карты. С тяжелым сердцем он сказал ей, что с ним должно что-то случиться, и по очереди сдавал карты. Пока они были в руках, Алекс, он подошел к ней, держа карты в руках. С тяжелым сердцем он сказал ей, что ему нужно что-то сделать, и ты прочитал это. Были его слова. Мне жаль, что я хотел сделать тебя мамой, когда ты был не готов почти. Я хотел быть с детьми. Думал, что смогу проголосовать. За тебя я принял твою таблетку против сахарных таблеток. Я знаю, что ты, возможно, больше никогда не захочешь меня видеть, но я хочу все исправить, если ты дашь мне шанс. Едва она закончила читать, она имела в виду, пожалуйста, ты никогда бы не подумала, что он мог притвориться, что любит ее, а потом притвориться, что любит тебя. Как он мог притворяться, что любит тебя, а потом притворяться, что любит тебя? Идти против ее воли — это не было для нее настоящей любовью, хотя теперь у нее был самый прекрасный подарок. В ее жизни она не могла вынести его эгоизма. Она взяла себя в руки и сказала ему, что его нет. Я бы позволил тебе вернуться в ее жизнь, у тебя был свой шанс, но ты упустил его. Прямо сейчас я хочу побыть наедине со своими детьми, но, может быть, ты когда-нибудь сможешь с ними познакомиться. Я надеюсь, у тебя отличная жизнь, сказала. Она улыбнулась и подвела его к двери. Он больше ничего не сказал и вышел за дверь. Был для последнего взгляда. Затем Катарина вернулась к своим мальчикам и с любовью посмотрела на них. Теперь она боролась за них двоих и преодолела их слабости. Они были ее стимулом стремиться к звездам. Она сделала бы все, чтобы стать лучшей матерью на свете. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.